Наргиз Закирова – известная российская певица узбекского происхождения. Таких, как Наргиз, больше нет. В ней необычно все – яркая внешность, сильный голос, стиль одежды, манера поведения. Каким-то непостижимым образом в ней уживается внешняя брутальность и невероятная женственность. Однажды, увидев и услышав певицу, уже не забудешь ее никогда. Наргиз очень долго шла к своему успеху, редко кому удавалось в 44 года начинать успешную карьеру. Она пережила много взлетов, падений, разочарований, однако от этого становилась только сильнее. За свою жизнь Наргиз перенесла немало испытаний. Предательство первого мужа, гибель второго супруга, эмиграция в США, скандальный развод с итальянцем и вот теперь запрет въезда в Россию. Непростым стал для артистки и год, когда она внезапно ушла от продюсера Максима Фадеева и оказалась лишена многих своих песен. К тому же на исполнительницу обрушились обвинения в неадекватном поведении и пьянстве. Об этом и многом другом мы решили вам рассказать. Наргиз Закирова появилась на свет 6 октября 1970 года в Ташкенте в музыкальном семействе. У Наргиз просто не оставалось иного пути, как связать всю свою дальнейшую жизнь с музыкой. Уже в 4-летнем возрасте девочка впервые выступила на сцене и с тех пор больше не представляла свою жизнь без искусства. Будучи 15-летним подростком, Наргиз приняла участие в конкурсе музыкальных талантов, где настолько покорила всех своим выступлением, что получила приз зрительских симпатий. Первый серьезный успех вдохновил юную исполнительницу, и она с еще большим энтузиазмом начала работать над собой. После окончания школы Наргиз поступила в цирковое училище на факультет вокала и начала активно гастролировать с оркестром. Однако необузданная энергия и творческие амбиции не давали покоя девушке, которая страстно хотела быть яркой и запоминающейся на сцене. В этот период она вовсю экспериментировала, выступала в экстравагантных нарядах, брала мужской балет на подтанцовку, меняла имидж, пробовала исполнять рок. Подобные эксперименты в Советском Союзе были недопустимы, и подобное поведение Наргиз нередко вызывало осуждение и критику. В первый раз Наргиз вышла замуж в 18 лет за Руслана Шарипова, музыканта и участника узбекской группы «Байт». Наргиз всегда вспоминала о той ранней любви с теплотой, несмотря на то, что расставание оказалось болезненным. Будучи беременной, Закирова уехала из города, а избранник, не выдержав долгой разлуки с супругой, поддался искушению и изменил ей с другой женщиной. Как ни странно, разрыв отношений не был скандальным. Ссориться со своей второй половинкой и бить посуду она не стала, но решила, что не стоит больше этому браку существовать, и они разошлись. От этого брака у певицы осталась дочь Сабина. В 1995 году семья Наргиз переехала в Америку, и это решение далось им непросто, ведь артистка уже была беременна от второго мужа, Ернура Канайбекова. Они познакомились на прослушивании в шоу «Голос Азии», и позднее звезда признавалась, что безумно влюбилась с первых минут встречи. В тот момент, когда супруги решили эмигрировать, Наргиз была достаточно известной на родине исполнительницей, ее называли узбекской Мадонной, хотя периодически осуждали за вызывающие сексуальные наряды. Певица отмечала, что таким способом хотела эпатировать публику, бросить ей вызов. В Америке же все пришлось начинать с нуля. Требовалось обеспечивать себя и семью, поэтому вокалистка трудилась с утра до вечера на самых низкооплачиваемых ставках в ресторанах, магазинах и пиццериях. После рождения сына Ауэля Наргиз решила выйти на работу. Ее не смущал никакой труд, и в поисках места певица ходила от одной двери к другой. Через какое-то время у Наргиз завязались первые знакомства в музыкальной сфере, и потихоньку жизнь начала налаживаться. Однако в 1997 году произошла трагедия. Ернур трагически погиб в автокатастрофе. Маленькому Ауэлю тогда было лишь 2,5 года, и все заботы по обеспечению семьи легли на плечи молодой женщины. Двое маленьких детей и отсутствие стабильной работы привели к тому, что у Наргиз развилась затяжная депрессия. Она хотела было вернуться в Россию, но даже для этого у нее не хватало денег. Но, обладая сильной волей, Наргиз смогла взять себя в руки и строить новую жизнь ради своих детей. Справиться с тяжелым эмоциональным состоянием женщине помог певец Филипп Бальзано, с которым ее познакомили друзья. У артистов оказалось много общего, помимо увлечения музыкой. Оба эмигрировали в США в поисках лучшей жизни. Бальзано переехал в Штаты из Сицилии. Филипп старался поддерживать талантливую и яркую женщину как мог. Он не только часами разговаривал с певицей по душам, но и занимался с ней музыкой. Роман перерос в серьезные отношения, а затем вылился в брак. У пары родилась дочка Лейла, что сделало супругов еще ближе.
В 2013 году Наргиз прошла несколько этапов отбора американского шоу X-Factor, но перед финальным прослушиванием решила бросить попытки пробиться на телевидение и сделала ставку на российскую программу «Голос». Этот шаг стал судьбоносным в жизни артистки. Она не только вошла в состав участников проекта, но и очаровала своей невероятной энергетикой и вокальными способностями жюри. Под руководством наставника Леонида Агутина Закирова дошла до самого конца, заняв второе место в финале. Тысячи зрителей болели за харизматичную артистку и расстроились, когда та не стала первой. После участия в популярной программе Наргиз превратилась в настоящую звезду. Публика полюбила ее за нестандартную внешность, сильный характер и потрясающий голос. Кроме того, она стала своеобразным вызовом существующему в шоу-бизнесе стандарту внешнего вида. В 2014-м артистка неожиданно уволила из своей команды старого друга и известного среди звезд стилиста Алишера, который до этого момента не только придумывал образы для Наргиз, но и иногда пел с ней дуэтом. Причиной расставания с приятелем оказалось новое сотрудничество с продюсером Максом Фадеевым. Выступление на сцене без второго вокалиста было одним из условий Фадеева. О своем решении Закирова сообщила Алишеру в СМС. Стилист не на шутку обиделся. Наргиз могла бы преподнести неприятную новость лично, ведь они были в очень хороших отношениях. Алишер также отметил, что певица ни разу не поблагодарила Аллу Пугачеву за то, что примадонна разрешила ей петь свои песни. К слову, познакомил звезду голоса с Аллой Борисовной именно дизайнер. «Для меня Наргиз больше не существует», – подчеркивал модельер. Не выдержав испытания славой и расстоянием, после 20 лет семейной жизни брак певицы рухнул. По признанию Наргиз, Филипп постоянно требовал у нее деньги и в принципе жил за ее счет. Мужчина говорил, что даст Закировой развод в случае, если она оплатит его долги в размере $40 тысяч. Мирно разойтись не получалось, так что Наргиз обратилась в суд. Лейла осталась жить с отцом. Девушка беспокоилась за родителя и переживала, что тот может совершить серьезную ошибку. По словам Наргиз, отношения с супругом закончились задолго до официального развода. Оказалось, она давно встречается с техником из своей команды Антоном Лавягиным. Мужчина младше на 11 лет, однако разница в возрасте пару не смущает. Вплоть до августа 2019 года никто не сомневался, что Макса Фадеева и Наргиз связывают не только рабочие отношения, но и крепкая дружба. Все изменилось, когда Закирова неожиданно сообщили об отмене концерта. Вскоре певица получила письмо о намерении лейбла «Малфа» запретить ей исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева. Документ о расторжении контракта с лейблом и фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. На артистку посыпались обвинения в том, что она не написала ни одной песни, а в сети началась настоящая травля. Пользователи утверждали, что звезда страдает от пагубных привычек. Запрет исполнять старые песни стал ударом для певицы. Она не ожидала такого от старого друга. Позднее артистка призналась, что несколько раз хотела покинуть продюсера, организовывавшего ее концерты только в маленьких городах, но все же оставалась в надежде на перемены. С той поры многое изменилось, и Наргиз нашла нового продюсера в лице Виктора Дробыша. 25 мая стало известно, что певица пыталась вернуться в Москву из родного Узбекистана, где она проводила последние дни. Вот только Наргиз не впустили в Россию. Она не прошла паспортный контроль в Домодедово, так как не имеет уважительных причин, обязательных для граждан США, для въезда в Российскую Федерацию. Адвокат артистки Бахром Исмаилов прояснил ситуацию. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию». Он также подтвердил информацию о том, что Закировой пришлось из московского аэропорта вернуться в Узбекистан. Теперь 51-летняя певица не сможет въехать в Россию до 2072-го. Несложно посчитать, что к этому времени Наргиз может исполниться 101 год.